Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими прямыми эфирами. Игорь Мосейчук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Приветствую уважаемых зрителей вашего канала. Друзья, спасибо большое, что оставляете вопросы, то, что общаетесь, за поддержку тоже спасибо. Любой лайк, там какой-то хороший, добрый комментарий, это всегда ценно. Очень тяжелые времена, там в эти минуты борты. МиГ-31 в небе и по всей Украине тревога. Вроде сообщали о ракете на Харьков. 4 сразу борта, то есть аэробаллистические ракеты будут, видимо, добивать. ПВО Рютте не сработало, об этом будем говорить сегодня. Также всех призываю, конечно же, подписываться на Мосейчука, потому что если какие-то вопросы мы не успеем из сообщества YouTube, из телеграм-канала закрытого клуба зрителей Шелеста, из чата трансляции, он сохраняется, задать в рамках этого эфира, то Игорь Владимирович проводит еженедельно, по-моему, и 2 раза в неделю. В общем, достаточно часто проводит ответы на вопросы, и эти вопросы никуда не пропадут и не сгорят. Поэтому большое вам спасибо и респект за общение. Будем обсуждать сегодняшний день. Начнем с опроса. Он звучит следующим образом. Какой вопрос сейчас наиболее сложный в контексте завтрашних переговоров? Ну и варианты. Гарантии безопасности, территории, легитимность подписи, военные контингенты других стран по завершению горячей фазы. В общем, такие очень понятные, очень академические варианты ответов. И мы пытались сегодня чего-то уловить на выступлении Рютте в парламенте, потом пресс-брифинге Рютте и Зеленского после встречи. В общем, ничего не понятно. Кажется, что переговоры завтрашние абсолютно не вселяют никакой надежды украинцам, к которым вернулись обстрелы энергетики после короткого перемирия. Александр, во-первых, я хотел бы, конечно, чтобы завтра какой-то результат позитивный был от переговоров. Я молю Бога об этом, я об этом везде, где можно, говорю. Вот позитивный результат переговоров, вне зависимости, кто там в составе этой делегации, персонале и так далее, очень важен для нашей страны сейчас, для ее сохранения и сохранения жизни народа. Вы знаете, у меня ответ на ваш вопрос – сборная солянка. 2-й, 3-й и 4-й вариант вместе взяты. Почему? Потому что очевидно легитимность, то есть, а точнее нелегитимность Зеленского, это повод Путину не встречаться, не подписывать и тому подобное. Ну, плюс язык Зеленского, вы же видели, да? В любой точке мира я готов ради мира. Ну, едь в Москву. Раз любая. Москва Не, тоже подождите, там кроме Беларуси и Москвы, кроме Беларуси и Нет, России. потом прозвучало. Сначала поймали за язык капитана КВМ, капитан КГБ поймал за язык прищепкой. А потом уже он начал говорить, ну, кроме Москвы и Беларуси. А сначала любая точка мира. Ну, нормальный же человек, наоборот, выходил бы с предложением и говорил. Ну, не артист, я имею в виду, а дипломат, говорил бы. Женева, Вена, Стамбул, Абу-Даби, ну и так далее, и так далее. Страны, ну, где готовы принять, способствовать мирному урегулированию. Но в любой точке мира, хоп, поймали за язык, уже не в любой. Ну, ладно. Ну и территории используются сейчас как разменная монета. Как разменная монета для того, чтобы продолжать войну. Я вот это общался с одним там известным нашим соотечественником, предпринимателем, бизнесменом крупным. И он мне говорит, Игорь Владимирович, а мне кажется, говорит, что у Зеленского с Путиным одни задачи. Вот, говорит, ну, вот складывается впечатление, что они чуть ли не в 4 руки играть начали.
Ну, это, скажем так, конспирология так себе. Может быть, задача там и похожа, но давайте откровенно. Мотивация, потенциал и итог совершенно разный. Проблема в том, что А без... подождите, а откуда вы знаете, какой итог устроит Зеленского вот в нынешней ситуации? Нет, Или вы верите в победу и выход на границы 91-го нет, года был? смотрите, если мы предполагаем, что Зеленский и Путин заодно, в плане, конечно, шутки, это очень популярно, там, что ему там дадут соседнюю виллу в Ростове, наградят Зеленского орденом Российской Федерации. Но давайте откровенно, ну, это не тот уже масштаб, и очень слишком много красных линий перейдено, и слишком много сказано, сделано, и Да, не получится. только все выступления, поступки, посылы Зеленского направлены на продолжение войны, которая на сегодняшний момент в этих темпах, с этими вооружениями, с этой международной ситуацией, которая вокруг, проигрывается с треском Украины. Ну, давайте назовем правду правдой. Давайте скажем прямо. Войну Украина проигрывает. Проигрывает благодаря Зеленскому, его корешам, Мендичам, Шефирам, Чернышовым и же с ними. Украина проигрывает войну. Проигрывает, это же не проиграла. Подождите. Вот на это и расчет, И понимаете? планомерно двигается к проигрышу полному. И любой здравый человек понимает, что ради сохранения государственности, ради сохранения жизни народа нужен мир Украине. Мне звонят там люди, мои друзья, там националисты, говорят, эту войну надо сейчас любым путем остановить, чтобы хотя бы позбавиться этих зеленых гнид, как ты их называешь. Это любой человек, который при памяти, который не упорот, который на войне не делает гешефт, не зарабатывает. Любой человек понимает, что ради спасения страны, спасения народа войну надо остановить. Не понимает этого только тот, кто на этом зарабатывает. Только тот, кто хочет оставаться при власти, кто хочет замести следы своих предыдущих преступлений. Сгорит Украина. Возглавит Зеленский уряд Украины в экзиле. Понимаете? Да и все. Но преступлений, следов не будет. Будет там какой-то Мосичук где-то в диаспоре или Шелест рассказывать о том, что Зеленский преступник. И плевать. Рассказывайте дальше. Вы агенты Кремля. Вам же это сказали давно. Прицепили ярлык, говорят, вы агенты Кремля. Рассказал о поездке супруги год назад в Сан-Морис на самый дорогой курорт. Получи санкции. Нашел насильника, стал врагом зеленых гнид в парламенте. Вот это самое, вот это все. Нет, давайте, смотрите, давайте вернемся все-таки к этой позиции. Тут же принципиально важно, да? Как обойти вот эту историю с тем, что прекратится война, прекратится Зеленский и зеленые гниды? Никак. Конечно, они как вошь кожуха вцепились и держатся в эту войну. И вот сегодняшняя клоунада с Рютте это показывает просто прям вот носом ткнули всех, понимаете? Когда выходит Рютте, говорит, зима длинная, но скоро весна.
Да елки-палки, то есть ты ехал сюда для того, чтобы сказать, что зима длинная, а весна скоро. Они анонсируют какой-то, не знаю, неимоверный пакет каких-то гарантий. Вот сейчас мы вам такие гарантии дадим. Ох, как дадим. Financial Times буквально там перед встречами, перед заявлениями Рютте пишет, что чуть ли там не Америку за 72 часа надо укатать, подписать. Если второе нападение россиян, то ядерная война мировая. Америка будет воевать с Россией за Украину. Представляете, какая потужная как бы история ожидания. Правда, на брифинге выяснилось, что это как бы только вот мы ожидаем. То есть первый уровень гарантий безопасности – это ВСУ, 800 тысяч, на них дадут деньги. Второй уровень – какие-то европейские, возможно, там контингенты, о чем Рютте говорил, воздух, море. Ну и третий уровень, если, конечно, получится, это вот ядерная война за Украину между США и Российской Федерацией. Ты так вот посмотрел на этот брифинг и думаешь себе, елки-палки, ну, вчера же был день сурка, а такое ощущение, что он продолжается. То же самое. Пожелания выдаются за какие-то решения, ну и все, понимаете? И вот так вот мы заходим на переговоры. Как вы думаете, Зеленский изменит после обстрела Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Одессы, короче, вот этого массированного обстрела Украины сегодняшнего, свою переговорную позицию, о чем он заявил? Давайте все-таки с Рютте начнем. Я прослушал эту болтовню, а точнее махание морковкой натовской перед нами, как перед осликами. Мы бежим к пропасти, а они дальше махают. Я прослушал внимательно, и когда я услышал о том, что после мирного соглашения будут лететь, бомбить, танки ехать, я понял. Это выступление о том, чтобы мирного соглашения не было. Потому что, очевидно, в том числе в Анкоридже, была понятийная договоренность, что никаких континентов не будет на территории Украины между Путиным и Трампом. Трампом и Путиным. И мирное соглашение, то, которое продвигает Трамп, и о котором говорит Москва, оно соответствует, как они говорят, духу Анкориджа, правильно? А Рютте несет абсолютно в противовес этому. То есть это срыв. Второй момент. Почему я заговорил это уже про обстрелы и смену переговорной позиции? Почему я заговорил, Александр, о том, что подыгрывают друг другу? Ну вот это тот обстрел, это как раз подыграть Зеленскому, чтобы он сейчас вышел и сказал, какой может быть мир. Вот сегодня ночью 3 фламиндича в задницу вставили, факела полетели там по Ростову, куда-то полетели, да? И это самое, все. Мирные переговоры сорваны. Да, мирные переговоры сорваны. Сейчас в эти минуты приходят сообщения, что прогремели, ну вот буквально, когда вот мы в эфире, немножко раньше, прогремели взрывы в Белгороде, перебои со связью и со светом, полный блэкаут. Об этом пишут просто сейчас в режиме прямого эфира средства массовой информации. Ну, вот, пожалуйста. То есть завтра, я так понимаю, ничего не будет. Не будет. Будет. И они заранее знали, что будет. И они готовили нас к этой перемоге, победе. Смотрите, выходит вчера господин Умеров и каже, здобули, обмен будет. Смотрите, Александр, я приветствую возвращение даже одного солдата, даже одного военнопленного, на родину. Но мы же с вами понимаем, что гуманитарные вопросы, такие как обмен телами, обмен пленными, если это действительно мирный процесс, они идут впереди планеты всей, как сами собой. Как предвестники мира, мирного соглашения и тому подобное. А нам вот этот чебурек хочет кормить этот самый, что это можно перемога. Это хорошо, что люди возвращаются.
Но цель переговоров же была не обмен. Нам же не анонсировали, что едут договариваться об обмене, правильно? Нам говорили, что это мирные соглашения. Остался один вопрос, земельный, нам говорили. Да. А тут в результате один решен будет. И тот, который должен был решен быть еще в первом раунде. Ну, все это понимают. Но продают как перемогу. Теперь это самое, теперь еще один очень такой важный момент по переговорах, я хочу к Рюте, вернуться, потому что это, конечно, да, это то, что произошло, Александр, это будет еще долгоиграющий процесс. Переговоры. Кого с кем? О чем и почему? А почему такой состав делегаций? А мы решаем о гарантиях безопасности. С кем? С россиянами? Понимаете, такое впечатление, что народ держит за идиотов. Говорят, у нас будут прямые переговоры, потом уже не прямые, кривые, потом вот это самое, потом вот так. Теперь прилеты и помашите Абу-Даби ручкой, грубо говоря. А теперь возвращаемся к Рюте. Сегодня ночью прилеты, удары, люди опять в метро. Харьков сливает воду с отопительных систем. 25-30 градусов. Винница 50 населенных пунктов. 40 с чем-то в Одесской области. Днепр, Киев. Запорожье, это Синельникова нет, фактически уже его кабами сравняли. Запорожье, началась битва за Запорожье, надо честно сказать, там прилет на прилете. И фактически начинается история выжженного города, как с Мариуполем. Прямо надо вот сказать. И на фоне всего этого 167 народных депутатов приходят на открытие сессии. Так и на того Рюте, с его выступлением. Открытие сессии. Рекордный, 15-й, там 6 лет. Парламент воюющей страны. Открытие сессии. 167 народных депутатов. 167 народных депутатов. Это позор. Говорят, одни в Сан-Морице, вторые в Куршавеле, третьи собрались на молитовный сніданок к Трампу. Фоточек не хватает. Четвертые вообще забили на это все. Голосуют. Я еще раз говорю, плевать на Рюте. Голосуют, ребята. Порядок работы парламента воюющей страны, порядок дня на эту сессию. 167 голосов не принято. Это вы не Рюте свои зеленые задницы показали, а украинцам всем, народу, тем, кто в подвалах всю ночь сидел. Понимаете? И молчит. Зеленский молчит, тот молчит. Выходит только один человек, мэр Харькова Игорь Терехов, которого теперь волнуют, очень серьезно волнуют вопросы не только Харькова и защиты, а еще мобилизации. Вы слышали, да, вчера Терехов сказал, не допустим свавилья ТЦК, в Минобороны обращаться будем. Нет, это заявление пропустил именно Терехова, да? Да, а сегодня говорят, негодяи народные депутаты не пришли. А я вам расскажу об активности. Готовится новый политический проект. Игоря Терехова берут одним из лиц этого проекта. Одним лицом идет Игорь Терехов, который действительно пользуется поддержкой и уважением в Харькове. А другим лицом идет Виталий Ким. Угу.
Это отсюда вот это его такое, что вот хватит, Да, натерпелись, да, переобувание. надо заканчивать войну. Носки он меняет вместе с туфлями в воздухе, вы заметили, да? Вот. То он границы возвращал 91-го года, теперь говорит, территории важны, но людские жизни важнее. Но это не с этого началось, сейчас я расскажу. Смотрите, что происходит? Создают общественную организацию. Ассоциацию мэров прифронтовых городов и руководителей территорий. Это как начало проекта, Терехов во главе, звонят мэрам, говорят, вступай, место в списке, в будущий парламент, там это то, 5-10. Значит, стоят за этим проектом Сергей Левочкин, Игорь Абрамович с Харькова, ну и куда же без нашего парня в кроссовках Палантьер, Давид Георгиевич Арахамия, без него же никуда. Вот они втроем стоят, выбрали Терехова, который на местном уровне поддержкой пользуется, выбрали медийного Кима, решили скрестить ежика с удавом и предоставить гражданам этот кусок колючей проволоки в виде этого проекта для юга, юго-востока, как они говорят. Ну и началось. Началось с того, что Зеленский говорит, вот Терехов готов к прилетам, а Кличко не готов. На 6 прилетов получи Харьков. Но зато пропиарили. Вылазит Шмыгаль на трибуну и повторяет то же самое. Вот Харьков у нас, тут Терехов, опять полетело по бедному Харькову. Потом звонят энергетики, говорят, вы понимаете, на Киев меньше мощность электроэнергии, чем на Харьков. Команда, ну, оттуда. Ну, я все понимаю. У меня в Харькове живет сестра родная. Я за Харьков. Но я сейчас живет. Но я дико извиняюсь. Ну, нельзя за счет кого-то, надо как-то паритет, чтобы потом улицы не перекрывали. Ну, мы видели, да? Это... Так сейчас перекрывают улицу. А я ж об этом и говорю. В Одессе, в Кривом Роге, вот прям сегодня вечером, прям сейчас. Несправедливость на уровне города, несправедливость на уровне региона, несправедливость на уровне страны вызывает у людей протест, злобу и так далее. Ну, а тут Ким еще. Ким вылез первый раз, дал интервью, говорит, это на юго-востоке люди хотят мира, а на западе люди хотят войны. Сука, ну поедешь на запад, посмотри на эти кладбища и спроси у людей. Ну просто у людей. Не в этих активистов там, или тех, кто обслуживает там режим, ваш же зеленый режим на запад, ну, в западных регионах страны. В людей в обычных спроси. Игорь Владимирович, а зачем нужна вот сейчас вот эта псевдопартия псевдомира? Ну, во-первых, они опять же играют, вы же помните, они играют опять на разъединение страны. И Ким об этом сказал четко. Те не хотят, эти хотят, да все хотят, кроме тех, кто зарабатывает. Нет, это понятно. Войне. Смотрите, тут другой момент. Давайте так. Если мы видим такую партию, то логично было бы, или так, зачатки такой партии. Сегодня, кстати, тоже такой день откровений. Полетели рейтинги социс, топ-4 военных уважаемых. И рейтинг как подрос у Буданова, у Залужного. То есть Белецкий, Сырский, это самые уважаемые военные. То есть мы видим, да, как бы есть артподготовка по вот такой еще партии нам. Да, тут вот мэры городов, которые вы говорили. Но вопрос, они же должны с кем-то конкурировать. То есть вот эта псевдопартия псевдомира должна конкурировать с какой-то настоящей партией мира, а ее нет. Нет, они будут с военными конкурировать. Настоящую партию мира объявят агентами Кремля и до выборов сделают все, чтобы не допустить. Только вопрос в другом.
Александр, вопрос в том, а мир ли будет? А выборы ли будут? Главное, чтобы было куда избираться, друзья. Главное, чтобы было кого представлять, друзья. А у нас все идет к планомерному уничтожению страны, к утилизации народа. И, ну, я, конечно, просто в дичайшем шоке от этих всех заявлений, политпроекта, вот этого всего. Я знаю, там звонят одному мэру. Ну, вот эта публика, которая клеит псевдопартию мира для Юго-Востока. Звонят одному мэру, говорят, присоединяйся, все, ну, место в списке будет, поддержим. Или мэра, ну, останешься. Крупный город, все. Он говорит, ребята, давайте войну остановим. Потом будем партии создавать. Рейтингами мерятся, писюнами, ну, чем-то еще. Ну, говорит, вы понимаете, что у меня, как и у вас, день начинается с подсчета количества прилетов, пострадавшей, уничтоженной инфраструктуры и как ее починить. Ее же не чинит зеленая гнида в Балантьяго с парламента, а чинит сантехник, чинит электрик, чинит, а на них никто не смотрит, на них наплевать, понимаете? Что угодно может быть, но на них наплевать. Как можно было не прийти на работу в парламент воюющей страны? Ну, вы понимаете, что тут такая история ходит. Значит, интересный момент. Ой. Мендель нам говорит о Ермаке как о чернокнижнике. Эту историю все уже обсмаковали, там, вода с мертвецов и так далее. Но ее, ну, понятное дело, начали хейтить. И она выходит и говорит, что фоточки показывает разных лет, а там все в этих браслетиках ермаковских, фенечках вот этих черных. Да, и говорит, вот, кто там, кого. И ей говорят, ты завербованная, там, например, Кремлем, вот это вот так, поносить украинскую элиту. А она говорит, вот вы тут все завербованные. Там, через постели, через воду покойников. Правда, что Ермак сейчас у руля этих процессов, о которых вы говорите? Смотрите, Ермак убран с публичной арены. Этого добивались давно. Для этого были использованы внутрипарламентские силы, было объединение и скрещение ежика с удавом, ну и то, что не скрещается, но в конце концов этого добились. Но добились таким образом, что Ермак все равно остался влиятельным. Я не знаю, он в кровати, под кроватью, где он там сидит у Зеленского, но влияние он не потерял. Смотрите, Андрей Ведьмак, тьфу ты, Ермак, это самое, вот эта вся история с мертвой водой, браслетиками, что у него, что у Пышного его там друга, что там, это самое, это все история понятна, очевидна. Но я предлагаю вам посмотреть на эту историю под двумя другими углами, так сказать. Значит, первое, смотрите, ну это же абсолютно объясняет, этим абсолютно объясняется кладбищенская история бронирования Вовы Петрова. Этим абсолютно объясняется, что их тянет к этим черным силам, и что они методически уничтожали веру православную. И боролись. Они же не с московским, помните, я же не раз это говорю, они же не с московским патриархатом боролись. Они боролись даже не с УПЦ,
Хотя УПЦ пострадала, тут надо отдать должное, ну, самое большее. Ну, она и была самой большой, да. Они боролись со всеми. Либо ставили тех, кто занимался профанацией веры, либо тех, кто не занимался, в тюрьму или отодвинуть, ну, на задворки, куда угодно. Они полностью громили православие и христианство в целом. 73, но тут важный момент, тут очень важный момент. Вот сейчас я вижу два момента. Момент тот, который вы обратили внимание, что начался хейтинг Мендель, потому что Мендель сказала более открыто, как она была приближенной к ним. Ну, Это молчала правда. раньше, конечно, ну да. Раньше, но они что, не поменялись? Посмотрите список советников иностранных господина Зеленского. Вы там найдете откровенных сатанистов, кроме всего прочего. Они громят православие, они тягают мощи святых отцов наших праведников Киево-Печерских. Они устраивают вот эти свистопляски в храмах. В 2019 году 73% украинцев ради мира, ради того, чтобы поверить, избрали не просто Васю Голобородько, они избрали атеиста, а он оказался сатанистом на самом деле. И сейчас мы наблюдаем, кроме нападок на Мендель, которая посмела на Андрея Ведьмака Ермака там сказать что-то, мы наблюдаем, так это Ермак, это он с нашего святого Вовы куклу Вуду лепил и иголочками колол. Это наш Вова помогал Миндичам, Чернышовым, Шефиром воровать, потому что его заколдовал Андрей Ведьмак. Нет, И только поцелуй Буданова его сможет расколдовать, да. Да, вы понимаете глубину этого? Они, то есть, так, друзья, Владимир Зеленский не просто был в теме, в доле, он принимал участие в этих оккультных мероприятиях, он лично отдавал команды, он носил браслетики, он отдавал команды по преследованию православия и так далее, и так далее. Он набирал советников с числа сатанистов и так далее, и так далее. Он стравливал религии на территории Украины, то, что я не раз говорил, что причиной погрома, о котором все за границей только мечтают, возможно, является только этот парень. Это же он к нему ведет, он толкает, он провоцирует это. Вот в этом есть ключевая проблема для страны. Так а когда выборы? Подождите. Ну вот давайте. Выборы когда могут быть? Перевести стрелку. Перевели стрелку. Хорошо. Зеленский герой. Зеленский, у него очень серьезно поменялась риторика. Мы это видели. Он как бы пытался продлевать перемирие. Говорил, вот били вчера, но не целенаправленно. А сегодня вот все, у нас претензии. Пускай там давление оказывают на Россию. Мы поменяли переговорную позицию. На что? На пиво. На что поменяли переговорную позицию? А какая позиция была до? Не отдавать Донбасс, не идти на уступки. То есть, смотрите, тут же очень важный момент. Риторически, по крайней мере, из заявлений, то, что мы слышим. Мы не знаем, что они обсуждали в Абу-Даби. Получается, у нас какая очень интересная история. Значит, звонит Трамп, да, договаривается с Путиным. Судя по всему, если мы так... как Шерлоки Холмсы попытаемся сопоставить эту всю картину этого энергетического перемирия, которое сегодня закончилось, то мы видим, что, судя по всему, ровно неделю назад
состоялся этот разговор. Ровно неделю назад понеслась вот эта вся история, что отдали какой-то приказ, военкоры, там чего-то, где-то, удары, подождите, а почему не бьем? А тут морозы, а тут еще что-то. Потом, спустя 2 дня, выходит Трамп и говорит, это я. И все такие, да, Трамп. Зеленский делает хитрый финт, говорит, вот Трамп объявил, значит, с этого момента пошла неделя. Но неделя-то пошла со вторника, и об этом четко знает Буданов, Зеленский. Все они четко знают, все они предупреждены. Но они делают круглые глаза, говорят, ой, нас не предупредили. А сегодня Зеленский устраивает комедию и говорит, а сколько там в неделе дней у русских? 2, 7. Вот мы поставим на вид, мол, да, и меняем переговорную позицию. На что? Вот это меня волнует. Значит, Александр, вы очень правильно увязали и начали от выборов, ну и пришли к этому вопросу. Не будет выборов. Не будет выборов. И это уже начали осознавать даже так званые оппозиционные силы. Если вы видели, Артур Герасимов, представитель Евросолидарности, снова завел старую песню о главном, о создании коалиционного правительства и коалиции там «Едность». Не будет выборов, а не будет выборов, это означает, что не будет мира. И к нему никто не готовится. Вот это вот правильно, комедия, игра капитана КВН против капитана КГБ, ну, которую мы наблюдали с энергетическим перемирием, и попыткой выставить Трампа идиотом, ну, в этой ситуации. Вообще, с чего он начал? Вы смотрите, выходит Трамп, ну, когда мы публично узнали, ну, там бузили военкоры российские, почему не бьем, да, то все. Потом официально мы узнали от Трампа. Выходит Трамп, говорит, это я позвонил, все. Позже Витков прояснил позицию. А почему Витков прояснял позицию? Бо сразу выбежал Зеленский и говорит, мы в Абу-Даби об этом договаривались. Понимаешь, тут Трамп появился такой. Тогда выходит Витков и рассказывает все, как было. Говорит, ну, ребята, Абу-Даби это хорошо. Мы попросили российскую делегацию поддержать вашу просьбу об энергетическом перемирии. Нам отказали. Я вернулся в Вашингтон, доложил Трампу. Трамп попросил Трампа, это слова Виткова, попросил Трампа позвонить Путину. Трамп позвонил, и произошло, как вы правильно говорите, Александр, это 7 дней назад. Ну, позвонил, и Путин сказал, да, 7 дней, пожалуйста, все. Очень важный момент сейчас еще выяснить, кто переносил встречу с 1-2 на 4-5. Заранее зная, что энергетическое перемирие закончится, понимаете, да? То есть это не просто, я не верю в эти все совпадения. Потом Зеленский же выходит и говорит, нет, это мы тут, мы договорились, мы. Спасибо Дональду Фреду еще, но Абу-Даби. Выходит Песков, говорит, ну, попросил Трамп, руководство России пошло навстречу, да и все. Сегодня это закончилось. Мы стоим на новом пороге нового витка войны. 250 квадратных километров за январь потеряла Украина своих территорий. Это по версии Украины. По версии России 500. Ну, даже если посередине, это, ну, мы с вами понимаем, это ж... А сколько жизней? А Синельникова? А Запорожье? А падение Запорожья, не дай бог, это Днепр. С Днепром уже остановлено решением правительства железнодорожное сообщение. Значит, Днепр под угрозой. Это да.
после Запорожья, ну, даже если его не захватят, а превратят в мертвый город, Днепр под угрозой. Игорь Владимирович, тут такой Николаев, момент еще есть, мы его пропустили. Одесса, Юг. Мы его пропустили, но он очень важен. Один элемент, который очень важно включить в момент этого анализа. Смотрите, Зеленский нам что говорил? 1 числа. Потом говорит, нет, не 1, ну, наверное, позже. То есть перенесли эту историю, и встреча не двухсторонняя, а трехсторонняя. Ну, надо еще с американцами Ну да, не встретиться. прямая, а кривая. Но он нам тогда забрасывал удочку, я обратил на эту удочку внимание. Многие тоже обратили, что если, мол, с Ираном все будет хорошо. Мне кажется, здесь игра немножко глобальнее даже, чем описали вы. Ну, или как, немножко, короче, есть второй этаж. Я с вами согласен, что, ну, не бывает так, что Путин с Трампом договорились о перемирии, солдаты начинают получать приказ, это все сливается, все как бы, а Украина только через пару дней сказала, о, Трамп вышел, сказал, пошли считать 7 дней, они все знали. Они все знали по поводу этих 7 дней, и эти переговоры не состоялись. Да? Именно по этой причине. Но тут есть еще одна очень важная штука. Он говорил, Зеленский, в конце прошлой недели, что если с Ираном все будет хорошо, мы с вами сейчас в прямом эфире, и в принципе все было как бы на мази. Пошли публикации о том, что Трамп не будет бомбить Иран, о том, что они готовы договариваться, о том, что как бы, ну, все нормально. Ну да, действительно, ставки взвинчены. Но тут к вечеру, вот прям с момента нашего эфира понеслась. Шахед-139 атаковал Авраам Линкольн. Поднялся самолет F-35, его уничтожил. Иранская сторона в одностороннем порядке отказывается от переговоров в Стамбуле, говорит, значит, переносим все в Оман, и не вот эта вот ваша история, да, как это, эту веточку можно сломать, а веник не сломаешь. Они же туда позвали на эти переговоры, там, мусульманские страны, арабские вот эти страны, залива, там короче, целая команда переговорщиков. А Иран говорит, нет, Америка и мы в двухстороннем формате встречаемся в Омане. То есть это вот сейчас развивается это событие. Журнал английский, да, уже пишет, что все, уже не избежать Аятоле какого-то решения. Мне кажется, тут замешаны очень интересные силы, которые действуют синхронно вместе с Зеленским и украинской переговорной стороной. Силы британские, силы глобалистские, силы, которые на фоне, вот буквально несколько часов назад казалось, что все на мази. Сейчас сядут, договорятся, ядерная сделка, разойдутся, как в море корабли. Трамп скажет, я их победил. У меня был фантастический разговор с Хамини. Хамини скажет, все, штык в землю. А их подтолкнули к витку эскалации, к новой войне. Вот прямо вот в эти часы, вот сейчас. И тут Зеленский выйдет, скажет, ну, смотрите, что происходит. Не, ну, Украину, давайте на недельку еще перенесем. Если начнется война, а вполне реально, что эти вещи действительно, как вы говорите, были синхронизированы, потому что в войне на Ближнем Востоке заинтересованы глобалисты, заинтересованы политические силы Израиля, будем прямо говорить об этом. И, соответственно, Зеленский мог об этом быть проинформированными, что мы будем накалять там, соответственно, вот там вот будет происходить вот такое. Тут просто сейчас ситуация будет во многом зависеть от Трампа, потому что для него это может быть точка невозврата. Иран, я имею в виду. И мы же видим, какие на фоне списков Эпштейна. Никто не говорит, что в списках Эпштейна фигурирует Зеленский.
Ну Вот никто так, не что-то упоминали, чего-то где-то, выборы 2019 года, Порошенко. А россияне написали о том, что там вполне рассматривается его соучастие в поставках живой силы, так сказать, из людей. Украины. Торговля людьми. Ну, Это не понимаете? россияне, это Таки Карлсон, кстати, тоже сообщил. Это самое. А россияне уже, ну, потом развинули, Ну, так смотрите, сказать. и сказали россияне, все это уже неправда, и псов врага, бред, и никто не смотрит туда, в ту сторону. Ну, правильно. А я хочу, опять же, к парламенту. Ну, хоть 167, может, есть, ну, каких-то при памяти. А вы не хотите, друзья, вы же там ТСК нас создавали, 150 штук, ходите, пиаритесь на них там. А вы не хотите создать ТСК по участию Украины в списках, ну, в файлах Эпштейна, в деле Эпштейна? И вытребовать все документы у Минюста, попросить США, я думаю, они не откажут, все документы, которые связаны с Украиной и украинскими гражданами. Для того, чтобы либо развеять, да, показать это все, либо подтвердить и поставить тогда вопросы. Потому что, честно говоря, когда я смотрю выступление лидера АДГ в немецком Бундестаге, и когда в ответ тишина, а только пропагандоны наши украинские кричат «Агентка Кремля!», ну, то есть за такие выступления должна быть нота протеста. Это лидер одной из партий парламента. Это произносится с парламентской трибуны. Если ничего подобного нету, если эти обвинения абсолютно беспочвенны, то надо, наверное, как-то на международном уровне реагировать. А если нет реакции, а прокукарекал какой-то Петрович и Иванов за агентов Кремля, ну, то я дико извиняюсь. Ну и посмотрите, Александр, еще важнейший то, что говорили. Они втягивают Трампа в Иран, а параллельно этот парень ведет свою линию. То есть такое впечатление, что кукловоды то одни, что там, что там. Вот и все. А в Америке дела на самом деле у Трампа не ахти, они понимают, что они почуяли кровь. Они реально почуяли кровь. После победы в Техасе демократа, где не было никогда этой победы, ну, очень длительное время там побеждали только республиканцы. После опросов, которые показывают разгромную победу демократов, дело в том, что демократы в файлах Эпштейна в 1000 раз больше замазаны, чем Трамп, ну, республиканцы и все. Но они насколько информационно были готовы и подали это все, то они начали этим разрушать имидж президента-консерватора, президента-традиционалиста Трампа. И он начал реально терять. И они, как коршуны, почувствовав это, начали историю Иран, начали историю Украина, уже переносят. Тут я же еще говорю, Александр, надо разобраться, а кто ж выступил инициатором, и все станет на свои места переноса переговоров. Вот важный этап. А если начнется сейчас боевые действия на Востоке, ну, к сожалению, нам будет очень и очень тяжело. Ну и Линдси Грэм, который выходит на фоне вот этих заявлений и говорит, даешь томагавки Зеленскому, видите, на Путина ничего не действует, а вот томагавки подействуют. То есть это... Не, ну есть люди, послушайте, есть люди, которые подпитываются через лоббистов руководством или близкими людьми к руководству. Андреем Ведьмаком, Ермаком, например. Я же не знаю, может, они там обряды вместе совершали. Воду там, которой мертвецов делили, обливали. Я не знаю, но ситуация вот такая.
Безусловно, значит, ну, сейчас в прямом эфире проходит встреча с президентом Колумбии Петро, который так во время перепалок с Мадуро активничал. Ничего, смотрите, как хорошо, как отлично все у них. И, собственно, там наверняка прозвучат определенные заявления, как какие-то смурные на всех протокольных фотографиях вот эти Венс, Рубио, Хексет. Видимо, что-то таки готовится, потому что там сейчас говорят, ну, опять-таки пишут в пабликах, что-то с криптой опять неладное, то есть уходит вниз. Видимо, ну, это такой-то признак, да, того, что сейчас Трамп жахнет. Этот шахет, который куда-то полетел на Авраам Линкольн. Эпштейн, которого вы вспомнили. Но меня что интересует больше, наверное, все-таки украинский Эпштейн. Да? Кого бы вы могли назвать украинским Эпштейном? Мы давно в политике украинской. Ну, я читал сравнение Михайловича Поплавского с Эпштейном. Но это больше комическое, ну, сравнение. Михаил Михайлович всегда делал себе рекламу на том, что он любвеобильный парень. Это больше, чем это самое. Ну, знакомились ли его выпускницы с политиками? Знакомились, Александр. Надо сказать правду. Легенды ходили о гареме олигарха Косюка. Но не был, не знаю, знакомые не были, ну, то есть не могу не подтвердить, но и опровергнуть не могу. Вот. Ну, были скандалы, если вы помните, с Артеком, ну, с детьми. Были еще скандалы. Слышал ли я о педофилии среди, ну, политиков и народных депутатов? Слухи ходили, но, опять же, не более чем слухи внутри парламента, подтвердить или опровергнуть не могу. Вот два таких ярких момента – это Михаил Михайлович и его выпускницы действительно там часто сопровождали политиков, а иногда даже и ставали вторыми половинками. А еще Косюк, и говорят, что у него был гарем. Да, понимаете, почему это, наверное, важно? Потому что эта ситуация нам показала, что всем на всех плевать. Ну вот смотрите, есть привилегированное общество. Люди стараются туда выбиться, чтобы удовлетворить свои вот эти, скажем так, желания. Да? Это признак какой-то элитарности. Это я о западных элитах говорю. Мы стремимся на Запад, понимаете? И, конечно, можно там смеяться над браслетиками, можно там смеяться над веществами, которые употребляют. Это типа модно. Но проблема-то в том, что вот я согласен тоже, кто-то у меня из гостей говорил, что понятно, что там кто-то может употреблять что-то и скажет, ну это же там причастность к высшему элитному, ну, вот, сословию. И то, что он употребляет, и то, что на него смотрят и употребляют там внизу, да, это ведь и по качеству, и по количеству. То есть это понятно, что тот, кто внизу, сдохнет быстрее. Но когда детей того, кто внизу, приносят в жертву, как вот на острове Эпштейна, вот издеваются, вот это все там, ну, то, что описано, ты немножко понимаешь по поводу этих, так сказать, прослоек, да? Украина вообще понимает, куда она лезет с западным укладом? Смотрите, никакого западного уклада нет. Есть навязываемая миру идеология глобализма, идеология неотроцкизма, которая хочет уничтожить все религии, в первую очередь христианство, в первую очередь православие, ортодоксов, то есть нас с вами.
для того, чтобы смешать это все, разорвать кровно-духовные связи мертвых, живых и нерожденных, сделать массу с людей, которые легко будет управлять, собственно. И они в этом преуспевают, они некоторые там идут впереди планеты все, вот связывают себя насилием с детьми, некоторые браслетиками, водой от мертвецов, кто-то культными вещами. У нас свой Эпштейн, Андрей Ведьмак, тьфу ты, Ермак. И все, что связано с оккультными вещами. Мы еще узнаем много и много интересного. И Михаил Михайлович Поплавский будет выглядеть добрым старичком, который знакомил юных выпускниц с своими коллегами. И даже Косюк, который любил и любит женщин, будет выглядеть святым человеком, когда мы узнаем подробности о этом. Я, с вашего разрешения, вам расскажу, тут я вспомнил, вот, многие говорят о причинах ненависти Владимира Зеленского к Виталию Кличку. Ну, у него прям же, вы же видите, любовь. И эта любовь, я вас убеждаю, абсолютно не связана с политикой, с городом Киевом и тому подобное. У меня, Александр, есть видео, я дал слово, не буду его показывать, но на этом видео присутствуют многие уважаемые люди нашей страны. Ну, скажу так. Арсений Петрович Яценюк, Ренат Леонидович Ахметов сидят за столом. Многие. Петр Алексеевич Порошенко, Арсен Борисович Аваков присутствуют. Это юбилей одного из украинских олигархов, политиков. Проходит он в конце 18 года. Ведет его Владимир Александрович Зеленский в роли ведущего. Он уже не вел корпоративы на тот момент, но его убедили, мне говорят, Игорь Валерьевич убедил Коломойский, и в качестве подарка этому человеку, сделал. Выходит на сцену поздравлять ювеляра Виталий Кличко и говорит: не у каждого на дне рождения выступает, в зале сидит бывший президент, выступает действующий, а корпоратив ведет будущий. Потом понял, что наговорил там уже лишака, да? Говорит, я боюсь, тут это Кошевой хочет быть президентом, ля-ля тополя, но, как говорится, осадочек, вы поняли. А Владимир Александрович очень и очень относится, когда вспоминают вот эти все вещи, когда ему по островам Эпштейна, расположенных в саунах наших олигархов, московских олигархов, да что там говорит? У Путина он танцевал. Он танцевал у Путина, понимаете? И он к этому, это его болезненный этот самый момент. Почему я говорю, что пленки Эпштейна надо полностью изучить с точки зрения Украины и причастности украинцев, к ним. Потому что понятно. Психический, психологический пунктик, как говорят, да? Вот он ненавидит всех, перед кем он танцевал на корпоративах и так далее, и так далее. Вот просто ненавидит. Так, значит, какой вопрос наиболее сложный? Был сегодня опрос нашего сегодняшнего эфира.
13% военные контингенты других стран и 13% же процентов гарантии безопасности, 32% легитимность подписи и 43% считают, что все-таки территории. Вообще, конечно, тоже Ну, такой где-то момент. так, как мы с вами и говорили. Ну, Вот тоже где-то такой тут. момент. Вы правда считаете, что, например, гарантии проще решить, чем территории? Я считаю, что вопрос легитимности надо для начала решить. Все, что мы с вами говорим, не может быть. Ну, давайте так. Мы же не считаем Дональда Трампа, его юристов, администрацию Белого дома идиотами. Нет? Нет. А вы заметили, что сырьевую сделку с Соединенными Штатами подписывала Свириденко, будущий вице-премьером первым. Помните? И ратифицировал парламент. Так же? А Зеленского подписи не было, потому что они юридически понимают то, что и мы понимаем. И Конституцию нашу, читали. И Путин им показал. Поэтому, не решив вопрос легитимности, территории, гарантии и так далее. Кстати, по гарантиям. Вы смотрите, какая игра. Ну, о каких гарантиях может идти речь, если нету мира? Ну, мирного соглашения нет. Но Зеленский выходит и всем говорит, сначала соглашение о гарантиях, а потом мирное соглашение. Сначала мы будем пхать воза, а потом гнать кобыл. Да, значит, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Поставьте лайк, пожалуйста, не забудьте. Начнем с клуба зрителей. Андрей, Игорь Владимирович, 29 января в вечернем эфире «Маяк.ua» вы сказали, что в случае захвата России Украина будет порабощена, что нынешние российские элиты будут выдавливать остатки украинской культуры, традиций и так далее. Почему из сотен народов России именно украинский народ подвергается таким гонениям? Может быть, вам известны факты госполитики России на оккупированных территориях по ликвидации украинской культуры? Знаете ли вы о существовании украинских сел в Западной Сибири, где уже более 100 лет украинцы говорят на родном языке и хранят свою культуру? Откуда у вас такое мнение? Мое мнение базируется на очень простых фактах. Нынешние российские элиты не раз заявляли, говорили, открыто, о том, что считают создание советской Украины ошибкой, которая привела к тому, что в 1991 году появилась независимая Украина, которая потом создала проблемы с Западом, и так далее, и так далее. Учитывая связи культурные, религиозные, многие-многие другие, проще не иметь такую проблему. Это считают и прямо говорят многие элиты Российской Федерации. Это не Мосейчук придумал. И тут один очень и очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Вопрос существования Украины как государства и украинцев как народа и как нации очень связан. Повторять ошибку Ленина в Кремле не захотят. Просто не захотят. И это не связано с желанием особенно украинцев или еще что-то. Это связано с совершенно другими вопросами. Чтобы не народилось новое поколение тех, кто захочет чего-то. А то, что в Сибири, в Канаде, в Австралии, пожалуйста, сохраните, сохраняйте. А так либо в триедином направлении. Не, подождите, так вы же говорили, что порабощена будет. У меня тогда вопрос, а когда... сейчас шанса на свободу нет. Я вам даю ответ, Александра. Украина порабощена сейчас. И просто поменяется бенефициар порабощения.
Если вы думаете, что я скажу, что сейчас Украина свободна, нет. Ее, к сожалению, продали в рабство. И продавать начали даже до 2014 года. С 2014 в усиленном режиме, а с 2019 турборежим включили. Ну, в турборежиме. Вот и все. Я же не говорю, подождите, я же не говорю, что сейчас Украина не порабощена. Порабощена. Преследуется и уничтожается культура, вера. Все абсолютно правильно. Там будут просто изменены подходы. И изменится бенефициар, и все. Мы находимся на грани двух миров. Фактически. И нас сейчас лупашат с двух сторон. А мы не хотим остановиться. Мы ищем хозяина. То там, то там. И вот доискались, добегались. Целовали руки в Москве, потом ноги в Вашингтоне. Потом снова руки в Москве, потом ноги в Брюсселе. Ну и так далее, и так далее. И пришли к тому, что пришли. Вот и все. Да, ну мы в прямом эфире сейчас, конечно, как бы пишут, что все серьезно там раскачано по поводу Ирана прямо сейчас, да, и судя по всему, что уже 6 быстроходных иранских катеров утром пытались взять на абордаж американский нефтетанкер в Ормузском проливе. Издание уточняет, что КСИР приказали отключить двигатели и подготовиться к абордажу, однако вместо этого судно ускорило движение и, короче, убежало от них к американскому кораблю. Эскалация феноменальнейшего уровня прямо сейчас находится, рынки штормит. В общем, интересно, да, вот интересно, как там судьба завтрашних, послезавтрашних переговоров. Да никак. Ну, вот в том-то и дело, что никак, понимаете, то есть, ой, такая ситуация, тут с Ираном война, отложим. Так вопрос-то в том, что Россия что добьет все-таки украинскую энергетику, и что тогда делать будем? А тогда будет не 250 чи 500 чи посередине, да, потерянных квадратных километров, а областями пойдут. Мало, вот знаете, часть зрителей даже с России, которые там и поддерживают, в том числе там СВО, так называемое, да, они все говорят, да, вот дойдут до Днепра, ну, Киев еще, ну, заберут. Да нет, дорогие друзья, все с разных стран, с разных этих, Кремль либо договорится сейчас и останется Украина Украиной и будет в нормальных отношениях и нейтральной страной со всеми окружающими странами и так далее, либо исчезнет, потому что не будет Кремль оставлять даже маленького клочка, откуда может возникнуть украинская угроза. Неужели вы этого не понимаете? Только мирное соглашение, только трансформация Украины, только прекращение построения антироссии и не переключение на построение антиамерики, ну или антиевропы, Ну, а стать проукраиной. понимаете, ну вот что такое про Украину? Ну вот смотрите, сегодня эпизод был такой вопиющий. Дрон, там обломок ударил рядом с родиной матери. Ну вот там, собственно, в центре, да, Киева. Выбегает этот директор музея, говорит, собирает прессу. Там сразу с 3 телеканалов приезжают. Смотрите, зал славы, где на мраморе золотыми буквами герои Советского Союза высечены. Это вот под самой скульптурой, да, под самой, скажем, Я под понимаю. И там витражи такие, их побило, в общем, стекла везде, он ходит, говорит, вот, представляете, такая вот часть беспилотника. Ровно 3 дня назад он сбивал, и там же на фотографиях фигурировал, там о том, что, в общем, память высечена навечно, эти имена как бы
память бессмертна, их память бессмертна. Вот этот текст этот на том же месте фактически, да, они убирали. Почему? Деколонизация, русский язык, понимаете? Смотри. Выходит Подоляк, говорит, мы должны историю Второй мировой войны, Влащенко рассказывает, мы должны историю Второй мировой войны идти в фарватере европейском. Европейском это каком? Проигравших, в этой войне. Немецком фарватере. Там было в советской истории много лжи, вот это ложь, а мы, нет, конечно, не должны все ломать, но мы вот туда должны встраиваться, и вот тена сразу прилет вот там рядом. Смотрите, сама Москва, сам Кремль, нынешнее руководство России, нынешние идеологические их там представители твердят о ошибке, совершенной Лениным, о том, что мы говорили, да, Александр, о том, что советскую Украину оставили. Отказавшись от советской Украины, от победы во Второй мировой войне, а по факту при создании ООН, когда УССР была признана одним из учредителей, это было в том числе и признание внеску, в победу, да, во Второй мировой войне. Отказавшись от этого себя, мы канализируем себя как народ. Подалеку это выгодно, подалеку это интересно. Подоляк, его еще в узких кругах называют 3300. Он вымогать любит 3 миллиона 300 тысяч. Почему такая цифра? Может, он там с Ермаком браслетиками по 3300 или еще что-то приторговывал, я не знаю. Но факт тот же. Подоляк – это продукт людей, которые занимаются сейчас уничтожением страны и одобряют его. И они думают, что так как они болтуны, они типа советники, они типа ни при чем, то я хочу сообщить, что сотрудников ведомства Геббельса приравняли к эсэсовцам и повесили очень легко. Вот такая участь ждет и этих пропагандистов. Поэтому они и боятся базы 111, Александра. Их же, вы же видите, это как с крестом приходишь к ведьмаку Андрею, а он шарахается. Так же и с базой 111. Вот так получилось, что они их трусят, бедных. Потому что ответственности боятся. Да, продолжаем. Значит, вот такой вопрос. Игорь Владимирович, Дубинского, Шуфрича, Коломойского продолжают держать в СИЗО, продлевая содержание под стражей каждые 2 месяца. В случае удачных переговоров, что маловероятно при Зеленском? Есть вероятность изменения ситуации, спрашивает Денис и благодарит за ответ. Смотрите, в каждом отдельном случае да. В каждом отдельном случае да. Большинство политзаключенных выйдут сразу после того, как будет заключено мирное соглашение. Выйдут те, кто не причастен к серьезным криминальным преступлениям, которые доказаны убийством, и тому подобное. Это произойдет однозначно, и это будет элементом мирного соглашения. Понимаете, смысл в том, что Украина доведена зелеными гнидами до состояния, когда сейчас препарировать свободу мысли, слова, какие-либо другие движения самостоятельно практически невозможно. Хотя, Александр, вы же видели, какой сигнал Черкасы подали? Когда человек с ружьем вышел и сказал: идите колотить. И что убил 4 полицейских? А нехер было полицейским. Полицейские тоже сейчас, вы ж видите. Я же не оправдываю полицейских. Не, вы видите, что сейчас из себя представляет полиция. Но когда, да, нет, поэтому я и говорю, что всех надо прогнать через фронт.
Потому что, ну, какой авторитет у Не, воевавших? вы себе не противоречите, пожалуйста. Вы говорите, что фронт надо прикрыть, закончить Нет, войну. смотрите, если завтра начнутся реальные мирные переговоры, все равно придется кому-то служить. Даже если завтра начнется, Александр, придется кому-то служить. Но абсолютно люди, которые не то что пороху не нюхали, а службы не видели, потом становятся и пытаются поставить на место какого-то ветерана. Они что, для него авторитет? Ну, вы вспомните. Хорошо, подождите. А кто для ветерана авторитет? А я вам скажу. А Скажите. вы помните, как раз после окончания Второй мировой, какой был разгул бандитизма? И кого брали в уголовный розыск? Тех, кто воевал. Вы Вам говорите... привести фильм запрещенный Не, подождите. Владимиром Семеновичем? Вы говорите, это просто нельзя об этом упоминать, не упоминать. Вы говорите о стране победительнице, приводя этот пример. Вот вся разница, понимаете? А кто порядок в разбитой Германии наводил? Александр, Ну, кто наводил порядок? Еще раз. Смотрите. Украина может стать страной-победительницей, только не смейтесь. Почему? Потому что, в моем понимании, победа для Украины сейчас – это сохранить государственность и жизнь народа на любых условиях. Понимаете? И вот тогда все равно полиция нужна будет. Или как? Милиция нужна будет, а не полиция. Назовите хоть полицией, хоть Не-не-не, в милицией. названии большой смысл, как оказалось, потом уже, попозже, в этих новомодных, корнях. Пол, мил, в общем, Ну, в зрители. России полиция ничего не случилось, нет? Нет, только мы же говорим о послевоенном, ну, скажем так, и строе, и в принципе. Петр спрашивает, чего Зеленский боится больше, гнева народа или гнева своих хозяев? Народа. Не хозяев? Для этого ТСК и держится. ТСК – это преступная организация, одной из задач которой держать в страхе народ. Игорь Владимирович, после войны возможно ли восстановить выпитую инфраструктуру, или нас ждет Украина без городов, возврат с саманным хатам, крытых камышом и поросям на выпасе? Значит, не просто восстановить, а надо строить во многих случаях с нуля. Используя инновации, используя новейшие технологии, особенно если об инфраструктуре, транспортной инфраструктуре, энергетической. Вот, надо прекращать аферы эти все, зеленой так называемой энергетикой это самое, и так далее. Сказки рассказывать людям. Понимаете, там Мерц вышел, говорит, обманывали мы вас и себя обманули. Зря мы ядерку прикрыли. Шутит чат трансляции, в конце достаться должен только один, и это будет он, Горец, Ермак, Ведьмак. Ой, следующий вопрос. Добрый вечер. Всем. Игорь Владимирович посмотрел ваш прорекламированный ролик, в котором вы, может быть, не прямо, но косвенно защищаете нашу бабушку Тимошенко. Я не могу понять, вам специально подсунули эти аудиозаписи, на которых голос Арахамии не похож от слова совсем? Или, может, бабушка вам заплатила? Объясните, пожалуйста, что происходит, зачем вы наступаете на те же грабли уже второй раз? Ведь люди только-только начали вам доверять. Спасибо за объяснение. Всем мира и добра. Одессит. Смотрите, дорогой одессит, даю вам прямой ответ. Значит, данную запись мне передал народный депутат «Слуги народа», близкий к этому, который торпедой был по вопросу Тимошенко. Мне абсолютно плевать, я болею за обе стороны в этой истории, от слова вообще. Но я бы, возможно, даже этого бы не публиковал, если бы было подозрение Ведьмаку, Ермаку, которое нам обещают каждую неделю.
Если бы было подозрение Шефиру, Юзику по делу о подкупе, ну, депутатов и общаке, да, которым Шефир заведовал, я бы, возможно, молчал, если бы было хоть что-то. А когда я вижу, что вот эта история с НАБУ и САП, это не правоохранительные органы, это политический орган, орган политического влияния. Надо подцепить за левое коко Зеленского, подцепили. Надо Ведьмака отогнать от Банковой, от дома с химерами. Отогнали от дома с химерами. Теперь колдовать ему неудобно, понимаете ли, это самое. Но с коррупцией они не борются. И даже в случае с Тимошенко. Бабушка известна, и известнее все художества, и бабушки, и ее соратников, и всех на свете. Но давайте мы посмотрим на отдельно взятое вот это дело. Решила Юлия Владимировна дать взятку, например, нашему Александру. Поговорила с Шелестом, и договорились они послезавтра, что она принесет там деньги. Логика правоохранительных органов – дождаться, когда бабушка достанет Варежку. денежку, будет давать эту денежку и за руку ЦАП, правильно, я же не ошибаюсь. А не в тумбочке найти какие 40 тысяч, которые вообще от слова никакого отношения к делу не имеют. Выложить вот так, ну красиво, посмотрите на них. Меня не Тимошенко интересует, меня интересует НАБУ и САП в этой истории. И с ней, и со Скороход, и с Ермаком, Ведьмаком, и со всеми. Понимаете? Всех поймали, никого не посадили. Обосрали кого надо отмыли. И все. Так это политически, так не работает ни один правоохранительный орган, ни в одной стране мира. И я понимаю, почему Польша пошла путем ликвидации НАБУ. Вот теперь я это понимаю. Ну, потому что, ребята, вы задайте себе вопрос, а подозрение по Ведьмаку когда будет? Вы вот когда только увидите любого набуина, любого, вы спрашиваете, подозрение Ермаку, подозрение Шефиру, когда материалы по Медасу в суд передадите, ну и так далее. Так, вот такой вопрос. Во времена Холодной войны весь цивилизованный мир радовался каждый раз, когда кому-нибудь удавалось преодолеть Берлинскую стену, и негодовал каждый раз, когда тело очередного бедолаги безжизненно повисало на колючей проволоке. Вопрос. Почему безызвестными становятся сотни, а может и тысячи людей, утонувших в Тисе, замерзших в Карпатах, застреленных при попытке прорваться в тот самый цивилизованный мир? Смотрите, их имена будут все равно установлены, их имена будут рассказаны. Просто тоже ТЦК, как преступная организация, я правильно сказал, которая совершает военные преступления против своего собственного народа, она держит в страхе всех. Страх не дает об этом говорить. Если есть возможность создать какой-то список, реестр погибших жертв режима, которые пытались покинуть страну и погибли, которых убили фактически, ликвидировали, я готов этому содействовать и готов это поддержать, потому что это будет абсолютно правильный шаг. Так, значит... Значит, друзья, всем большое спасибо. Ну, давайте закончим вот на этом вопросе. Кстати, такой интересный вопрос от Наташи. Ну-ну. Почему Украине
во всем виноваты евреи, а Мосейчук обвиняет русских. А? Смотрите, Националист Мосейчук. К ответу... Смотрите, я сейчас скажу вещи, которые, Наташе могут не понравиться. В Украине во всем виноваты не русские и не евреи, и даже не марсиане. Во всем, что происходит в Украине, виноваты украинцы. Попытка переложить ответственность себя на какой-либо другой народ ни к чему хорошему никогда не приводила. Я всегда и всем говорил: друзья, смотрите в зеркало и делайте соответственные выводы, потому что это вы избрали президента антихриста, президента без атеиста, президента, который по крови еврей, по духу, да не поймешь что. Это вы бегали в Москву целовать руки, потом кинули их, побежали целовать ноги в Вашингтон, а оттуда побежали в Лондон, кинувши тех. Это вы сами сделали нашу страну слабой. Я же извиняюсь, ракеты и самолеты, из которых обстрел ведут, сейчас с Украины, в Россию, русские же их не захватывали, не вывозили, это же украинцы их отдали. Это ж Леонид Данилович договорился, Пустовойтенко правительство проголосовало. В зеркало. В зеркало смотрите. Главное, не увидите там Андрея Ведьмака Ермака. Как это? Пиковая дама, я помню, была у нас когда-то. Да. В школе там. А там пиковый король теперь, да? Ой. Игорь Мосейчук был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Пожалуйста. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. Друзья, поддержите канал Шелеста. Поддержите донатом, репостом, комментарием, подпиской, и будет вам счастье, и будет всем нам мир, и будем жить, друзья. Да, уважаемые зрители, всем большое спасибо, что побывали на этом прямом эфире. Буквально там минут через 30-40, да, вот. Не отходите, не уходите далеко, немножко пошумим этим вечером. Есть о чем. Увидимся.